энергетическая составляющая операции в Курске, она совершенно очевидна. На ваш взгляд, на что рассчитывали? Это газовая тема все-таки? Ну, на что рассчитывали, это пусть решают люди в генеральном штабе. Я точно не отношусь к военным экспертам. Человек я мирный. Если говорить об энергетической составляющей, да, есть версия, что одна из целей взять под контроль газоизмерительную станцию Суджа. Ну, для чего? Что, собственно говоря, кому это дает? Давайте просто отмотаем немножко назад, вспомним, для чего эта станция используется, была ли она одна. По договору о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины декабря 2019 года поставки осуществляются через две газоизмерительные станции – Суджа и Сохрановка. В общей сложности должно прокачиваться 100,9 миллиона кубометров газа в сутки при условии наличия в договоре пункта «Качай» и или «Плати». В мае 2022 года оператор газотранспортной системы Украины, это название компании, так она называется, заявила о том, что наступили форс-мажорные обстоятельства, и она не может принимать газ через газоизмерительную станцию Сохрановка. На вежливый вопрос «Газпрома», а в чем заключаются вот эти форс-мажорные обстоятельства, ответ был достаточно занимательным. Магистраль проходит через территорию Луганской Народной Республики. Ну, разумеется, в киевском документе это именовалась Луганская область. Не исключен отбор газа, мы не можем этого контролировать. Вот такие события, поэтому не рискуем. «Газпром» это не счел форс-мажором, попросил хоть каких-нибудь уточнений. Вот второй год ждет, ничего не получается. Ежедневно «Газпром» выставляет заявку на транзитные мощности через Сохрановку, ежедневно он получает отказ. Делается это не из-за упрямства какого-то, а для того, чтобы подчеркнуть, «Газпром» свои договорные обязательства выполняет, поэтому пункт «Качай» и или «Плати» в действие ввести невозможно. Мы готовы поставлять газ, если вы его не готовы принимать, это уже не наша проблема. Если брать итоги минувшего 23 года, то через Суджу в общей сложности прошло чуть больше 12 миллиардов кубометров газа в Европу. То есть порядка 1 миллиарда кубометров в сутки. В этом году, очевидно, будет чуть-чуть больше. Ожидается, что если в прошлом году доля «Газпрома» на европейском рынке была порядка 7%, то в этом году, может быть, вырастет до 10%. По крайней мере, таковы на день сегодняшний прогнозы по поставкам через турецкий поток и через газотранспортную систему Украины. Предполагаем, что целью было захватить Суджу и прекратить поставки газа. Для чего? Компрессорных станций на магистральном газопроводе Уренгой-Помара-Ужгород на территории подконтрольной Киеву более чем достаточно. Выключи любую, на этом все закончено. Неясно. Может быть, это попытка выставить в каком-то неверном свете «Газпром». «Газпром» в данной ситуации может по своей инициативе прекратить поставки. Напомню, что 7 числа было прокачано 42 миллиарда кубометров газа за сутки, 8 37, сегодня 9 38. То есть работа идет в обычном режиме по мере поступления заявок со стороны европейских потребителей, партнеров «Газпрома». Газ поставляется безо всяких проблем. Может ли произойти ситуация, когда «Газпром» эту поставку просто прекратит? Да, может. Просто вот таковы факты. Отразится это на юридической стороне вопроса. На мой взгляд, я не самый большой юрист, конечно, но поскольку ситуация ЧС в Курской области объявлена, это уже форс-мажор. А сейчас ЧС еще и федерального масштаба, соответственно, «Газпром» в связи с ситуацией ЧС прекращаю поставки, все вопросы к правительству Российской Федерации пишите письма мелким почерком. На этом все заканчивается. Так что вот такая энергетическая составляющая действий киевских властей, ну, совершенно не очевидна, ее не видно. Как отреагировал европейский рынок, известно. За последние 2 суток стоимость газа на торгах на нидерландском хабе TTF выросли почти на 12%. Похоже это на что-то необычное? Нет, не похоже. В прошлом году, в 23-м, летом вышел из строя СПГ-завод
Фрипорт на территории Соединенных Штатов, с которого осуществлялись поставки в пересчете на обычное состояние газа в порядка миллиарда кубометров. То есть то же самое. Что произошло? Цены выросли на 10%. Абсолютно идентичная ситуация. Теряет ли что-то «Газпром» в том случае, если вынужден будет прекратить поставки газа через эту ветку? Если брать первое полугодие, поставлено те самые порядка 8 миллиардов кубометров. За оставшееся время можно было поставить еще 5-6 миллиардов. Будут ли это значительными потерями? Нет, не будет. Будет ли это вызывать какие-то большие проблемы у Европейского Союза, если смотреть на него целиком, как на одно пятно? Вот выросли цены на 10%. Но с учетом того, что договор о транзите в декабре заканчивается, я бы предложил считать вот происходящее, если будет отключена Суджа, летней репетицией того, что произойдет зимой. Вот в августе, если будут прекращены поставки, будем считать, что мы тренируемся. В январе они все равно должны быть выключены, поскольку руководство киевской территории, руководители «Нафтогаза», руководители оператора газотранспортной системы хором по очереди, дуэтами заявляли, что договор они продлевать не будут. Прервутся поставки на несколько месяцев раньше. Для кого это будет чем-то критическим? Да ни для кого. Если брать Евросоюз в целом. Если вспоминать о том, что в него входит 27 государств, то проблемы возникают у тех стран, которые сидят на этой трубе, если грубо. Уренгой, Помар и Ужгород. После Ужгорода входил на территорию Чехословацкой социалистической республики, нынче, соответственно, на территорию Словакии. 80% поставок газа у этой страны шли из России. Как Словакия будет выкручиваться из этой ситуации, сказать сложно. Следующее по маршруту Чехия, исключительно то же самое. Там порядка 70% потребляемого газа приходит из России. Где они будут брать альтернативу, будут ли они переходить на уголь, будут ли они, не знаю, хоть на динамо-машину переходят, пусть они думают сами. А скажите, вот здесь важно уточнить, если можно, а поставки идут вот через украинский транзит или турецкий добавляет в ту же Чехию, Словакию, Венгрию? Сейчас доберемся. Мы добрались уже до Венгрии. Вот в Венгрии никаких причин волноваться нету. Руководство Венгрии, руководство компании МОЛ, которая отвечает за газоснабжение, еще в прошлом году, зная о том, что заканчивается договор о транзите через Украину, подстраховалось. В результате неоднократных встреч и с высшим руководством России, и с руководством «Газпрома» есть соглашение о том, что после прекращения поставок через ГТС Украины поставки будут идти через турецкий поток. Венгрия застрахована от любых событий. Через Уренгой, Помар и Ужгород Венгрия получала порядка 4 миллиардов кубометров. Есть соглашение о том, что если транзит будет прерван, 4 миллиарда кубометров они будут получать по турецкому потоку. У всех остальных стран такого соглашения нет. Поэтому они имеют полное право заниматься избавлением от тоталитарной зависимости и говорить прочие слова, радовать свое население. Как они могут получать, что они могут получать, мне совершенно неизвестно и не очевидно. Есть достаточно большое количество свежих регистрационных терминалов вдоль побережья Германии. Может быть, договорятся с немцами о том, что будут где-то закупать СПГ, регазифицировать, поставлять в Чехию, поставлять в Словакию. Не знаю, пока об этом в открытых источниках информации никто ничего не говорит. Но самая большая проблема для нас, по крайней мере для меня лично, поскольку неоднократно я бывал в городе Тирасполе, это то, что через Уренгой, Помар и Ужгород идут поставки в Молдавию. Поставки идут прежде всего на территорию Приднестровья, на Приднестровскую ГРЭС. Альтернативы у Приднестровья просто нет. Почему это касается Молдавии? Потому что поставки на молдавскую ГРЭС обеспечивают ее работу, а Приднестровская ГРЭС – это 80% генерации на территории Молдавии. Приднестровская ГРЭС обеспечивает не только Приднестровскую Молдавскую республику, но и республику Молдова, как они себя любят называть. Правительство Молдавии уже сообщило о том, что наступают кризисные времена. Они сейчас оценивают, как они будут проходить отопительный сезон. Есть определенный объем газа, который успели закачать в подземное хранилище газа на территории Украины, как НЗ. Хватит, не хватит. Удастся ли изъять этот газ из подземных хранилищ в Львовской области, мне сказать сложно. Не от нас с вами зависит. У России ракеты кончились еще в мае 2022 года, но что-то все время в Львовскую область прилетает.
Не исключен вариант, когда газ будет храниться очень надежно, изъять его оттуда будет просто нельзя. Если нет электроэнергии, то не работают газоперекачивающие агрегаты со всеми отсюда вытекающими. Молдавия пыталась страховаться со своей стороны, считать как Румыния. Да, из Румынии газопровод удалось дотащить до Кишинева, там было очень сложно с деньгами. Газопровод не самый мощный, он обеспечивает работу 3 электростанций на территории Молдовы, на Приднестровскую ГРЭС не хватит. Больше того, Румыния получает газ из Болгарии, в Болгарию газ приходит по турецкому потоку. Турецкий поток не резиновый. Если учесть квоту, которую себе застолбила Венгрия, то для Молдавии и для Приднестровья самый большой вопрос. Как из этой ситуации выкручиваться, мне сказать сложно. Вот это то, что беспокоит реально. Вот интересно, ведь Запад заявлял задолго до Суджи, простая цитата: «Зависимость Европы от российского газа подрывала способность европейских политиков отвечать за гибридную и прямую агрессию России». Ну и так далее. То есть они все, европейские политики, говорили, что нужно освобождаться от газовой зависимости от России. Ну и вспомнить северные потоки, как они действовали, как подрывали. Ну, в этой-то логике понятно. И вот, скажем, то, что вы упомянули сейчас Молдавию, а мы же видим, какие контингенты Украины, Румынии и прочих наемников подводятся под Приднестровье. Молдавия это в планах? Тогда возникает вопрос, а как заполнять этот вакуум, который образуется в трубе? Там же пишут об Азербайджане. Украина может как-то это все переиграть? Ну, переиграть это могут только для тех, кто живет на другой планете. На нашей планете между Азербайджаном и Украиной есть такая небольшая страна, называется Россия. Дабы поставлять российский газ, азербайджанский газ, надо, во-первых, договориться с Азербайджаном. У Азербайджана есть свои газопроводы. 2. Один в Турцию, другой через Турцию на территорию Греции, Албании, через второе море в Италию. Вот этот второй этап ТАНАП обошелся в 42 миллиарда долларов. В каком месте заинтересованность Азербайджана отправлять свой газ еще через что-то? Им надо возвращать инвестиции. Им не до этих вот игрышек. Давайте договоримся с «Газпромом» каким-то крюком через Украину. Зачем? Есть 2 газопровода, один для Турции, один для Южной Европы. У Азербайджана не бесконечное количество газа. У Азербайджана на повестке дня возврат инвестиций в ТАП-ТАНАП. Огромные инвестиции. Там изначальная смета была вообще 48 миллиардов долларов. Надо отдать должное азербайджанским газовикам, 6 миллиардов они как сумели сэкономить. Но это не помогает. Для того, чтобы это окупилось, нужны огромные поставки. Отвлекаться на какие-то фантазии в Баку точно не будут. В Баку калькулятора не боятся. Вот интересно, для любого региона вход в отопительный сезон, я про нашу страну, это всегда очень ответственный период. Губернаторы, ответственный замгубернатора серьезно к этому готовятся с лета. Много перебоев, здесь всегда есть технические сложности. Ну, слава богу, у нас все отработано, мы входим в отопительный сезон, и устраняем все аварии. Ну, то есть это всегда непросто. При этом мы говорим о России, где российский газ. Я вот сейчас про Европу думаю. А как они готовятся? Что с ценами? Они готовы вообще к отопительному сезону? Ведь впереди зима. Зима в Европе – это не зима в России. Пункт первый. Европа не Россия, поэтому лично мне не интересно. Если смотреть на некие статистические данные, вот сейчас минувшая неделя, заканчивается сегодня благополучно, выросли температуры в Европе, соответственно, упала ветровая генерация. Это достаточно хорошо известный погодный феномен. Температура растет выше среднегодовой, падает скорость ветра. Генерация на ветроэлектростанциях снизилась на 27%. Одновременно выросла генерация на угольных электростанциях на 21%. Все, проблема решена. Пока они не развалили все свои угольные электростанции, они будут решать проблему вот так. Других вариантов нет.